Сказка Владимира Сутеева «Мешок яблок». В одном далеком лесу жил добрый заяц-папа со своей семьей. Каждое утро он отправлялся на поиски еды, прощаясь с зайчихой и 5 пушистыми зайчатами. Он всегда обещал вернуться с чем-то вкусным. Шел заяц с мешком по лесу и искал грибы и ягоды для своих зайчат. Но, как назло, ничего ему не попадалось, ни грибов, ни ягод. И вдруг посреди зеленой поляны увидел он дикую яблоню, а яблок румяных на ней и под ней видимо-невидимо. Недолго думая, раскрыл заяц свой мешок и стал в него яблоки собирать. Тут прилетела ворона, села на пенек и стала каркать, что это безобразие, потому что каждый будет сюда приходить, и ни одного яблока не останется. Заяц ответил, что она напрасно каркает, поскольку здесь яблок хватит на весь лес, а у него зайчата дома сидят голодные. Набрал заяц полный мешок яблок. Мешок оказался тяжелым, не поднять. С трудом потащил его заяц волоком по лесной тропинке, и вдруг голова его уткнулась во что-то мягкое. Поднял голову заяц и обомлел. Перед ним стоял медведь. Медведь спросил зайца, что у него там в мешке. Заяц пришел в себя, открыл мешок и сказал, что это яблоки, и предложил медведю угоститься. Медведь попробовал одно яблоко и сказал, что яблочки хорошие, освежают. Затем он набрал большую горсть яблок и пошел дальше. А заяц направился к себе домой. Идет заяц по лесу, а со всех сторон бегут к нему бельчата и пищат хором, просят дать яблочек. Ничего не поделаешь, пришлось зайцу снова открыть мешок. По дороге домой заяц встретил своего старого приятеля, ежа. Заяц спросил, куда тот идет. Еж ответил, что собрался за грибами, но грибов нигде не видно. Заяц предложил ему вместо этого взять яблок, сказал, чтобы тот не стеснялся, поскольку у него их много. Ежик не отказался. Вышел заяц на лужок, а там коза гуляет. Ее заяц тоже яблоками угостил. Ходил заяц и устал. Присел было на какой-то бугорок, как вдруг увидел крота. Заяц и с кротом поделился яблоками, и тот исчез под землей. С каждым новым другом мешок зайца становился все легче и легче, и вот мешок совсем опустел. Заяц решил вернуться к яблоне, чтобы набрать еще яблок, ведь дома его ждали голодные зайчата. И побежал заяц обратно в лес. А когда прибежал к своей заветной яблоне, то там сидел волк. Волк увидел зайца, облизнулся и спросил, что ему здесь нужно. Заяц ответил, что яблочки хотел собрать зайчатам. Волк спросил, значит ли это, что он яблочки любит. Заяц подтвердил, что любит. Волк зарычал, что очень любит зайцев, и бросился за ним в погоню. Заяц в страхе бежал, накрывшись пустым мешком. Волк гнался за ним по пятам. Еле-еле заяц оторвался от волка и расстроенный вернулся домой с пустым мешком. В домике было темно и тихо. Зайчата ждали еды, но сегодня их папа ничего не смог принести домой. Вдруг раздался стук в дверь. Заяц открыл дверь, и на пороге стоял медведь с бочонком меда.
За медведем пришли бельчата с орехами, еж с грибами, коза с молоком и крот с морковкой. Все, кого заяц угостил яблоками, пришли с ответными подарками, чтобы помочь его семье. Семья зайцев собралась за богатым столом, полным угощений. Заяц-отец был счастлив, а злая ворона не понимала, как же могло из пустого мешка столько добра появиться. Если вам понравилась эта сказка, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Пока-пока!